Всем привет и добро пожаловать на первый Кубок мира, который проходит в Швейцарии 2022. Сегодня мы посмотрим полуфиналы и разберем финалы. Первая мужская трасса оказалась одной из самых простых. Ее пролезло 9 участников. Аккуратная лежачка с расположением и очень плохими ногами после зоны. Первая проблема, которая стоит перед спортсменами, подставить правую ногу высоко, при этом руками почти не придерживаясь ни за что. Правая рука зона очень плохая. Затем хороший белый рельеф. И следующее трудное движение. Опять нужно подставить ногу наверх. Нога плохая, она стоит неуверенно. И резко взять финиш. Причем большинство спортсменов прыгало на финиш, из-за этого их выкидывало, но они успевали перекинуть правую ногу в стенку, тем самым компенсировать раскрытие и удержаться на финише. Больше всего мне понравился вариант, которым пролез Грегор Визоник. Он аккуратненько дотянулся и даже не менял ноги. Он успел подставить левую руку, за счет этого его так сильно не разворачивало. Вторая мужская трасса, ее уже пролезло 8 человек. При этом я бы не сказал, что она сильно проще или сложнее, чем первая трасса. Динамичное первое движение с прыжком. Многие участники делали по-разному. А вот расклад верхней части трассы оказался почти у всех одинаковый, за исключением японцев. Большинство из них решило подцепить носочек, а не пятку. Обратите внимание. Я специально добавил несколько финишей американцев и европейцев, чтобы вы увидели, что они кладут пятку. Нет никаких проблем. Пяткой ты сильнее себя можешь протянуть, потом подставляют правую ногу и финишируют. Но японцы сначала поднимаются повыше, подцепляют носок и после этого финишируют. Мне кажется, этот вариант связан с тем, что рост у них чуть поменьше и ногу подставить им намного проще. А Фуджи Кокара вообще забил на постановку носка и финишировал так, напрямую. Третья трасса, как часто это бывает, оказалась самой сложной. Ее смогло пролезть только 5 участников полуфинала. Первое движение оказалось безумно сложным, и почти у всех участников были проблемы именно с ним. Фуджи Кокара делает очень просто, очень сильный хват. Можно посмотреть, как делать Magic Shark. Его разворачивает, ему трудно, приходится даже 2 руки использовать. Японцы очень хорошо держатся на одной руке, поэтому не составляет проблемы прыгнуть на одну руку и удержаться. После чего достаточно сложная концовка трассы, с нее много кто падал после того, как брали черный рельеф. Ноги стоят низко и нужно выпрыгнуть на финиш. Чтобы рука держала, необходимо подцепить носочек или распереться. Было только 2 варианта, которым участники могли пролезть. Прыгать на финиш в распор или подцеплять носочек и с подцепленным носком прыгать. 2 варианта, как можно себя удержать на этих пассивах. Кокара Фуджи обжал левую зацепку. А Александр Мегас как раз расперся. Йошиюки Агата также расперся, как и Мегас, правым носок за серый рельеф, левый на желтую зацепку, а Томоа Нарасаки сдвоил ноги на левой желтой зацепке, подцепил носочек. Последняя, 4-я трасса полуфинала, и она, как правило, чуть проще, чем третья. Третья всегда бывает самой сложной, чтобы все участники наработались на ней, выдохлись, и на 4-й уже разложились те, кто посильнее. Первое движение, красивый прыжок, дальше все участники подставляли пятки, кроме Magic Shark, он сделал разворот на 360, а Нарасаки просто залез рукоходом 2 движения. Левой рукой зажал черную пирамидку, закинул пятку и взял активник. Достаточно сложный вариант. Мне кажется, легче было делать рукоходом движение. И после этого все европейцы делали на 2 руки, правой рукой красный рельеф, левой рукой черный рельеф. Также сделал Колин Даффи, без каких-либо проблем. А вот японцы прыгали на топ и левой рукой придерживали черную зацепку. Довольно странно наблюдать за тем, что у всех японцев одинаковый расклад, при том, что они не могли просматривать вместе трассы, потому что это полуфинал, не финал. Возможно, потому что они тренируются вместе и лазают по одному шаблону. Клаймблок, выезды на скалы по России и миру. Ссылка в описании. Ну а теперь переходим к обзору финалов. По классике, после представления всех участников финала, просмотр на каждую трассу дается 2 минуты. После этого участники
лезут одним за другим, на трассу дается 4 минуты. Первым лезет Паул Женефт, один из самых высоких участников финала. Достаточно легко допрыгивает. Первые разы немного замешкался, но потом более уверенно раскачался и долетел до зоны. Следующее достаточно трудное движение, это второй ключ на трассе, где Полу весьма тяжело распереться, так же как и в полуфинале на третьей мужской трассе, необходимо распереться ногами и после этого финишировать. При этом нужно встать как можно выше и давить себя как можно сильнее в рельеф, так будет легче финишировать. При этом, чем выше спортсмен, тем легче такие распоры принимать. Японцы такие движения делают очень хорошо. Единственное, что ошибается с раскладом Йошиюки Агата, и нужно перейти сначала направо на черный рельеф, и только после этого на деревянную зацепку и финишировать. Обратите внимание, правая нога у него хорошо стоит, он специально ее подвинул от стены чуть подальше, чтобы был более вертикальный угол образовался. Колин Даффи, еще один достаточно высокий спортсмен, решил использовать во время прыжка черный рельеф, который не следует использовать, он очень плохой. Потратил лишнюю попытку, понял, что так делать не стоит, и пропуская черный рельеф, легко допрыгивает. Обратите внимание на правую ногу, за счет нее он себя немного раскрутил, левую подкинул наверх. Благодаря этому создал дополнительный вектор движения вверх и легко допрыгивает до зоны. Ну и плюс рост здесь помогает. Ошибается с раскладом, но тем не менее продолжает им лезть. Здесь проблема в том, что тяжело поставить ногу, но Колин легко поднимает ее. И дальше основная проблема теперь с финишем. С этим у него проблема, потому что он решил зажать в щипок. Когда зажимаешь щипок, не получается упереться руками в рельеф. Также на замедленной съемке, обратите внимание, правая нога уходит. А из-за того, что нога уходит, центр тяжести хочется сдвинуть налево, чтобы распределить больше на ногу, а не на руки нагрузку. Из-за этого получается вектор движения в левую сторону и его выкидывает в зацепки. А на старт выходит Мэджи Шалк, 17 лет, ростом 172, достаточно хороший спортивный рост. Пытается сделать четверной прыжок, не удерживается. Обратите внимание, здесь он толкается левой ногой еще дополнительно от стенки, что создает чуть лучший вектор движения в сторону зоны. Сейчас зону руками он не берет, и если он финиширует, то зона будет автоматически засчитана с той же попытки, что и финиш. Вообще, у французов очень большой запас движений, которые они умеют делать, то есть они специально отрабатывают разные движения. Это одно из классических движений, и я был уверен, что Мэджи легко сделает это движение с первого раза. Мне на самом деле в финале интереснее всего было посмотреть на Томоа. Он опять же ошибается, как и большинство спортсменов, видимо все вместе раскладывали эту трассу. И легко финиширует без каких-либо проблем. Хорошо чувствуется от тела и правильно понимает технику этого движения. Теперь посмотрим на Фуджи Кокора. Последний спортсмен, который полезет первую финальную трассу. Также японский спортсмен. Особо сильно не раскачивается. Наверное, именно из-за этого и не долетает. На следующей попытке, на второй попытке также не удается удержаться. Вылетает. И на третьей попытке она самая продуктивная. Обратите внимание на правую руку, она соскальзывает. То есть он не попадает в зацепку, но при этом удерживается на зоне. Пытается сделать рукоходом на деревянную зацепку, но она абсолютно не держит. Потом великолепная операторская работа, и мы не видим, почему Кокора Фуджи упал. Но на следующей попытке он легко допрыгивает и уже понимает, что нужно перейти руками на черный рельеф, после чего выдавиться через зону. Также пытается пожать в щипочек рельеф, в чем нет смысла. И правая нога остается, двумя руками упирается в финишную зацепку. Результаты после прохождения первой трассы. Томон Росаки зафлешил, Йошиюки Агата также флеш, Мэджи Шалк залез в трассу со второй попытки, Паул Жен залез в трассу с третьей попытки, Фуджи с четвертой попытки и Колин Даффи трассу не пролез, но взял зону. Вторая трасса, как это часто бывает на Кубке мира в Мерингеме, очень необычная. Нужно прыгнуть на одну руку и зажать ее в щели. То есть надо успеть сжать кулак, чтобы она заклинилась, и вы повисли на одной руке. Наверное, так планировали подготовщики. У Паула практически получилось сделать это движение, но времени не хватило. Йошиюки Агата также пытается допрыгнуть и заклинить руку в щель. Очень страшное падение. Мне эта трасса очень не нравится. Сделал большое количество попыток, так и не получилось. Колин Даффи также потратил несколько попыток, чтобы удержаться в щели.
но потом понимает, что можно прыгнуть сразу на компрессию, обжать зону и слева рельеф. Также стоит обратить внимание, что правой рукой он берется как можно ниже, благодаря этому легче левой рукой перейти на щипок. И еще одно очень трудное движение, нужно сделать пого правой ногой и одновременно с этим прыгнуть на зацепку, но из-за того, что щипки плохие, сильного рывка не получается и двумя руками до финиша не долетает. Magic Shulk, следующий участник финала. Я, честно говоря, также думал, что французы наработали это движение, но не получается заклинить кулак в щели, поэтому принимает другое решение, сразу прыгает на зону, как Колин Даффи, без каких-либо проблем переходит на предфинишную зацепку. Прыгает на финиш и соскальзывает, чуть-чуть высоко прыгнул и нога ушла. На последней попытке очень уверенно допрыгивает, нога остается и легко удерживается. На замедленном видео хорошо видно, нога остается, из-за этого появляется вращательное движение, его не так сильно выкидывает, как на Росаки от стены, и он легко удерживает финишную зацепку. Томоа Нарасаки, предпоследний участник финала, пытается также допрыгнуть, заклинив кулак, но через несколько попыток понимает, что нет смысла так сильно напрягаться, и можно левой рукой взять рельеф, правой рукой зону. Правой рукой слишком высоко берется, из-за этого он начинает вращать. На следующей попытке правой рукой берется пониже зону, и благодаря этому легче сдваивается. Прыгает на финиш, почти удержался. Остается время еще на одну попытку, но из-за того, что ногой не попадает на зацепку, его тело не вращается, не прокручивается, а он просто вылетает, потому что соскальзывает зацепки. Последний участник, Кокора Фуджи, также попробовал несколько раз допрыгнуть в щель, не получилось, и принял решение также обмануть трассу, прыгнуть на зону ему засчитали, а вот дальше перейти не получилось. Неправильным раскладом полез, не той рукой пришел на зону. Результаты после прохождения двух финальных трасс. Magic Shulk лидирует, у него 2 топа, 2 зоны, 7 попыток. Томоа Нарасаки 1 финиш, 2 зоны. Кокора Фуджи также 1 топ, 2 зоны. Йошиюки Агата 1 финиш на флеш. Пол Дженев также 1 финиш без зон. И Колин Даффи 2 зоны без топов. Третья и самая неоднозначная трасса финала. Пол Женев пытается стартануть, почти все участники большая часть времени провели на старте, поэтому я буду ускорять видео, чтобы было не скучно смотреть. Совершали одни и те же ошибки, не знали как стартовать, кучу времени проводили. В итоге на последних секундах Пол придумывает вариант. Все участники шли по такому же сценарию, много раз стартовали разными вариантами, в итоге додумывались, как правильно стартануть, и дальше оказывалась трасса достаточно простой. Остается 9 секунд и принимает финишное положение. Йошиюки Агата также пытается принять стартовое положение, облазывать через угол, но это вариант невозможный, потому что потом не получится поставить ногу, начнет разворачивать. И на последних секундах Йошиюки понимает, как нужно стартовать, остается 15 секунд, легко допрыгивает, берет зону. Если обращать на это внимание, то посмотрите, как он ставит левую ногу достаточно вертикально, из-за этого она соскальзывает, когда он начинает делать движение вперед, и падает. То есть, если бы он поставил ногу чуть-чуть получше, скорее всего, он бы смог упереться в рельеф. Но проблема в том, что осталось очень мало времени, и спортсмены спешат, чтобы успеть финишировать. Колин Даффи также не понимает, как стартовать, проводит кучу времени на старте, в итоге разбегается, касается 4 конечностями. Обратите внимание, что он коснулся прям на полсекунды, даже меньше, без каких-либо проблем берет зону, ставит носочек, потому что с пятки не получится выдавиться на финиш, она не гибкая, а вот с носка намного проще. И чем выше руку вы поднимете, тем легче будет выдавливаться, 100% дотянете до финиша. И тут достаточно динамичным вариантом дотягиваться до финиша, можно было и поаккуратней. Главное, что это выглядит как финиш, берет 2 руками. Magic Shulk также проводит кучу времени на старте, не понимая, как стартануть. Это классно, что подготовщики накрутили старт, который спортсмены не знают, как правильно делать. В итоге на последних секундах он придумывает расклад, но времени не хватает, чтобы пролезть трассу. Томоа Нарасаки не исключение, также проводит кучу времени на старте, пытаясь придумать правильный расклад. Но, как мы уже знаем, из этого положения ногу не поставить в вулкан.
Сейчас он держится за счет того, что был подцеплен носочек, но как только носок убирается, его начинает откидывать, поэтому такой вариант невозможный. Пробует супер безумный вариант поставить руку туда, где должна быть нога, но этот вариант тоже мертвый, потому что центр тяжести находится слева, и чтобы перейти направо, нужно освободить левую руку, а ее не получится освободить, и тому Нарасаки не пролазает трассу. А вот Kokoro Fuji на последних секундах понимает, что нужно как-то поставить ногу, остается 15 секунд, он пробует запрыгнуть, и этот вариант срабатывает. Это то, что задумали подготовщики. Остается уже 10 секунд. Этого в целом достаточно, чтобы финишировать. Без пятки сразу подставляет носок, выдавливается, но из-за того, что рука слишком низкая, не хватает роста. И если бы сразу правой рукой уперся чуть выше, смог бы финишировать. И мы вспоминаем опять Колина Даффи, который стартанул слишком быстро. То есть судья посчитал, что не было фиксации 4 конечностями. И ему назначают рестарт, ему дают 2 минуты, это округление от того, что осталось с прошлой попытки. На соревнованиях вообще любят крутить трассы, которые имеют нестабильный старт или движение. Из-за того, что здесь нестабильное начало, поэтому принимает стартовое положение только с 3-й попытки. Затем без проблем опять допрыгивает, уже знает, как лезть дальше. Правой рукой упирается пирамидку, уже знает, что надо повыше упереться, чтобы более статично дотянуться. И как только выдавливается, здесь уже почти статично. Берет финишную зацепку, остается минута 15, аплодисменты, все радуются. И он спрашивает у судей, засчитали ли ему старт, и судьи не знают. На всех соревнованиях есть главный судья и судьи на трассах, поэтому судьи на трассах спрашивают у главного судьи, засчитали ли финиш или нет, можно ли отпускать участника. И главный судья говорит, что нет, надо перепролазать. На старте опять плохая фиксация. У Колина остается уже 40 секунд, нервничает, мало времени, а трассу залезть необходимо. Напомню, что ни один японский спортсмен эту трассу преодолеть не смог, залез только француз. Я хочу напомнить, что трассы, которые на Кубках мира и на чемпионатах мира, это могут быть 8 А, 8 А+, очень тяжелые трассы, и зацепка зона, хоть вам и кажется она хорошей, потому что ее легко все берут, на самом деле она может быть очень плохой, и скорее всего она очень плохая, и когда ты лезешь несколько раз подряд трассу, наработал трассу и залез, молодец. Итак, результат после прохождения 3 трасс. Magic Shark лидирует, 2 топа, 2 зоны. Paul Genft 2 топа, 2 зоны. Kokoro Fuji 1 топ, 3 зоны. Колин Даффи 1 топ, также 3 зоны. Томоа Нарасаки 1 топ, 2 зоны. На 3-й трассе он не смог долезть до зоны. И Йошиюки Агата 1 топ и 2 зоны. А мы переходим к последней, 4-й мужской финальной трассе, и она самая интересная из тех, что я видел в последнее время на Кубках мира. Мне давно было интересно, почему не крутят такие вот динамичные взрывные трассы с интересным стартом, интересным финишем. То есть сама по себе трасса на самом деле не длинная, в ней всего 4 перехвата, но при этом все 4 перехвата максимально трудные. Пол прыгает, пропуская зацепку, понимает, что сил уже нету, и это была его лучшая попытка. Йошиюки Агата выходит на старт. Для меня было достаточно интересным опытом увидеть то, что японцы плохо делают флоу, то есть плохо раскачиваются и используют свою инерцию. Я не знаю, с чем это связано, но раскачиваются они действительно не очень хорошо. Многие любители даже чуть лучше чувствуют свое тело, но находят свой вариант, используя пятку, помогая ей дотягивать до следующей зацепки по старту. И посмотрите, как финиширует. Очень интересный финиш. Берет финиш левой рукой и сразу же правой, сжимая на компрессию. Это будет очень хорошим примером для других участников финала, которые будут аккуратно пытаться дотянуться до левой зацепки и падать, потому что она скользкая. А у Йошиюки Агата получилось, что он взял скользкую сторону, как только начал падать, зажал справа, обжал на компрессию и удержался. На старт выходит Колин Даффи. Легко делает первые движения. Он один из самых высоких участников финала. Подлазает к финишу, но не удерживает его. Именно про то, что я говорил, очень тяжело удержать финишную отцепку. На старт выходит Magic Shark, тратит несколько попыток на первое движение, не самый высокий участник, поэтому тяжело допрыгивает на 3 пальца пассивным хватом, поэтому иногда их стоит тренировать, хотя я сам их почти никогда не тренирую, потому что рвется кожа, мне не нравится такой хват. Берет прямолинейный финиш, в отличие от Йошиюки Агата, который левой ногой качнул влево, и как только взял пассив, сразу у него появился маятник направо, за счет чего у него было запас небольшое время, чтобы правой рукой обжать на компрессию.
Томоа Арасаки на трассе. И у меня не было сомнений, что первый перехват он сделает с первой попытки и даже думал, сможет зафлешить трассу. Посмотрим. В отличие от других японских спортсменов, легко допрыгивает с первой попытки. Теперь остается самая трудная часть, это финиш. Пытается сделать движение рукоходом, также достаточно прямолинейно, его раскрывает, он падает. Поэтому на следующей попытке, подлазя к финишу, предварительно закидывает на левую ногу и легко финиширует. Сейчас хорошо видно, что зацепка двухтекстурная и трением она снизу. Кокоро Фуджи, последний участник финала, тоже не очень хорошо раскачивается, теряет флоу во время того, как начинает делать, сильно напрягает спину, из-за этого не получается создать маятник. То есть он только ногами оттолкнулся и сразу же потерял флоу. Делает несколько попыток, но с каждой попыткой продуктивность все ниже и ниже. Видно, что устал делать динамичное движение, раскачиваться, потому что когда ты раскачиваешься, бицепс все время напряжен. И последняя попытка была, наверное, самой плохой, сил уже видно нету. Поздравляем Томоа Арасаки, первое место, Юшиюки Агата, второе место, Меджи Шалк, третий, Паул Джунев, четвертый, Колин Даффи, пятое место и Кокоро Фуджи, шестое место. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайк и делитесь видео. Это самый простой способ популяризировать мой канал и поддержать меня. А если хотите задонатить, подписывайтесь на мой Patreon канал. Ссылка в описании. Пока!